Мотор. Так, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Воронов Петр Владимирович. Число месяца рождения. 25.09.1999 года рождения. Где проживали? Проживал в Калининградской области, город Советск, улица Садовая, 35, квартира 1. Вы есть в соцсетях? В соцсетях ВК страничка. Хорошо. Сейчас пока я найду, расскажите еще, где вы служили, звание, должность. Штатно служил командиром отделения, командиром боевой машины, отделения управления 2-й мотострелковой роты, 1-го мотострелкового батальона, 79-го мотострелкового полка, относящийся к 18-й дивизии, местонахождение город Советск. 18-я дивизия относится к 11-му армейскому корпусу, 11-й армейский корпус относится к Балтийскому флоту, Балтийский флот относится к Западному военному округу. С ума сойти просто. Просто вообще. А там дальше, наверное, еще другая история была. Да, что кто к кому относится? Прикомандированный я был с 8 марта к 7-му мотострелковому полку, относящийся к 11-му армейскому корпусу. 11-й корпус то же самое к Балтийскому флоту, Балтийский флот к Западному военному округу, а Западный военный округ 11-й армии. У вас хорошая память. Да. Наберите просто себя. Так. Мы просто показать, что вы это вы. Россияне как? не верят в то, что вы российский, Английский. Российский человек. Россияне думают, что вы актер драмтеатра Вооруженных сил Украины. И исходя из того, что вы сейчас вот так вот это все вот прям монотонно рассказали, я бы тоже, честно говоря, так бы подумал, что заучил и рассказал специально. Я думаю, что вы помните своего классного руководителя. Своего классного руководителя с 1 по 4 класс учился в МКУ Коробейницкого СОЖ. Это Усть-Пресненский район, Алтайский край, село Коробейниково. С 1 по 4 класс классный руководитель был Ритунских Татьяна Васильевна. Это младшие классы. В дальнейшем был как переведен в старшую школу с 5 по 11 класс. В 5 классе была классная руководительница Шальнева Татьяна Васильевна. Потом Привалова. Покажи Петр Воронов. Закрыт, но я думаю, там... Последующим Привалова была Нина Дмитриевна, которая вела же и математику, и в дальнейшем как бы была и классная руководительница. Также был Сергей Павлович, фамилию вот забыл, но с 5 по 9 класс вкратце у меня было классных руководителей 6 или 7 менялось. Классных руководителей. Последний классный руководитель как бы до 9 класса это было Строкова Галина Александровна. Это классный руководитель. Что еще могу добавить по поводу классного руководителя последнего, который был до 9 класса, это Строкова Галина Александровна. Ее сын, это Строков Марк, отчество вот не помню. Он, сейчас, секунду, 5 февраля Строков Марк, он расписался с моей сестрой, старшей Вороновой Светланой Владимировной. Они как сейчас вместе живут. Ну, память у вас просто отличная. Что могу сказать по поводу памяти, просто как бы охота вот домой вернуться, как бы с женой увидеться, с детьми. Смотрите, наше интервью вряд ли на это как-то сможет повлиять. Единственное, только с одной позиции оно сможет повлиять. Потом ваши родственники показывают вашим начальникам наше интервью и говорят: смотрите, он в плену. И таким образом доказывают, что вы находитесь в плену, и вас вносят в соответствующие списки. Вот только таким образом. Я вас понял. То есть, да. Расскажи, я уже просто, да, все, с установочными данными закончили. Расскажите историю, как вы попали вообще в Украину. Первоначально со всем вот этим сбором начиналось все где-то в числах с 15 февраля. С января месяца, вот, после новогодних праздников, где-то с числа 15 января у нас был полевой выезд полком, 79-м мотострелковым полком, там батальоном, на полигон
Чехово-армейская, в дальнейшем передислокация на полигон Повенки. 15 февраля нас всех с полигона Повенки, как закончились учения, батальон тактические учения, передислоцировали в постоянный пункт дислокации город Советск. Начали собирать собственный БДГР с батальона, с 1-го МСК батальона 79-го МСК полка. Я служил как во 2-й МСК роте, был временно, получается, прикомандирован к 1-му МСК роте. В дальнейшем все что-то напуталось. В итоге 2-ю роту мою расформировали. Всех военнослужащих срочной службы в 1-ю и в 3-ю МСК роту. Я один из сержантов остался и был отправлен где-то числа 20-го. Нет, подожди, не 20-го. Все это формировалось, получается, числа где-то 20-го, получается, пришла телеграмма с Балтийского флота, и некоторых сержантов и офицеров прикомандировали февраля, числа 20 февраля. Некоторых офицеров с нашего полка, сержантов, как с батальона, с полка, прикомандировали к 9-му МСКовому полку города Гусева. То есть это приказом. Все тщательно готовилось, да? Ну, как я понял, да, готовилось. Мне предлагали по собственному желанию в 9-й полк, в дальнейшем предлагали в этот взвод, получается, батарея ПТУР, взвод, который отправлялся на Украину. Говорили, что командировка там будет там охранять какие-то склады. Это какого числа говорили? Ну, это 20-го, где-то 17 февраля. Людей, как правильно говорить, на Украину или в Украину. Понимаете, здесь немножко другие вещи обсуждаются. Я не собираюсь уделять этому никакого внимания. Пусть там сами изучают свои права. Вообще нам не важно, как они будут это говорить. Важно, чтобы они там у себя на России находились, а не у нас. С 17 по 20 февраля начинали сборы. Мне предлагали, я отказывался. Двух командиров взводов забрали. В дальнейшем 26 февраля их с города Гусева отправили в Белгород. Я понял. Вы понимали, что уже происходит в Украине к тому времени? Я не понимал, что вообще происходит, В дальнейшем, по слухам, доводилось то, что война, то, что, доводилось то, что, был слух, то, что командир взвода, первого МСКового взвода, моей 2-й МСКовой роты вроде убили или что-то как-то. Были те люди, которые отказывались ехать в Украину? По слухам слышал то, что 26 февраля, перед тем, как отправить батальон, получается, МСКового батальона на плацу, их с утра построили в обед, трое отказались, соответствующие люди какие-то подошли, их забрали, и последующим слушок был, что их на 8 лет за отказ от исполнения приказа. Ну, вначале, может быть, такое что-то было в этом. Стало так много, это я вам просто рассказываю. В последующем их стало так много, что перестали вообще кого-либо сажать. Максимум разрывают контракт, увольняют, все. Слухи были. Переводят. Были слухи вот такие вот. Слушок для вас запустили, чтобы вы не да. В дальнейшем где-то числа 1-го, 2 марта, где-то так, то ли 1-го, то ли 2 марта, меня отправили вместе со старшиной роты, с прапорщиком Емельяновым Андреем на полигон, на охрану палаточного лагеря, на смену как старших. Там находились срочники, и надо было поменять там старших. 7 марта, находясь уже на полигоне Чехова, на самом палаточном лагере, охраняя, получается, сам палаточный лагерь, там несколько палаток, мне позвонил командир полка 79-го МСКового, полковник Куликов Дмитрий, и сказал то, что будет перевод в 7-й полк. В 7-м полку формируется БДГР. Для охраны самой Калининградской области, чтобы показать Западному военному округу, что у нас в Калининградской области еще остался БДГР, в случае чего, если Польша либо Литва там что-то как-то будет какие-то действия совершать.
Я сказал сразу командиру полка, я отказываюсь от перевода, потому что у меня в Советске семья, у меня в Советске жилье. В Калининграде как бы в данный момент я не вижу там как бы ничего, как бы, потому что как бы нет жилья и куда семью перевозить-то. Он меня как бы услышал, следом 8 марта, получается, на следующий день он мне позвонил и сказал то, что будет командировка. Я спросил, на сколько, он мне сказал, на 2, на 3 месяца. Будешь просто прикомандирован, никуда лететь, никуда там не надо, просто будете находиться в Калининградской области. По окончанию там каких-либо действий в составе БДГР там будете ездить по Калининградской области, по границе, по окончанию снова возвращения. Я говорю, если это требуется, как бы я готов перевести на временную командировку. Да. Я готов. У вас дети есть, да? Да. Сколько детей у вас? 3 детей. Сколько лет? 2 как бы, фактично не мои, а как бы жены, получается. Старший это Игорь, Федулов Игорь Владиславович. 22 декабря 2005 года рождения. Дочка также, не родная, дочка 25 июня 2015 года рождения. И вот родная, получается, 14 ноября 2021 года. В прошлом году родилась. Первые 2 оба в 2005 году, я правильно услышал? Нет, первого мальчика 2005 года, а дочка 2015 года. А моя родная как дочка, вторая дочка как 2021 года. И Совсем вот. маленькая еще. Да, полгода вот будет завтра. Скучаете? И вот, да. Что могу еще в дальнейшем сказать? 8 марта, когда я получил как указание от командира полка, это был район где-то 10, начало 11 часа дня. Он мне сказал, в 2 часа надо прибыть в город Калининград по месту дислокации на улице Емельянова, 7-й полк. Ох, можно уже так вот эти вот подробности упускать, потому что и прям вот с улицами, с числами. Не, нас интересует общая история, чтобы люди тоже понимали, что происходит. Я вас понял. Там написали вроде или что-то. Да, это нашел номер вашей жены, списал. Позвоним, вы не волнуйтесь. Я вас понял. Мы просто хотим историю послушать, а потом позвоним вашей жене, а потом еще что-нибудь поговорим. Хорошо. Разрешите сигаретку, Да, Курите. если возможно. Нас попросили там включить номер, поэтому я Да. занимался. В дальнейшем, когда по прибытию, получается, в сам 7-й полк, я нашел, несколько офицеров, встретил 7-го полка, мне спросили, что откуда я сказал Советска, там, по указанию командира полка. Меня прикомандировали к 6-й мотострелковой роте, 2-го мотострелкового батальона 7-го полка в должности старшего стрелка. Командир роты, что сам вечером сказал в дальнейшем, какие у нас вообще действия по этому сбору. Как я думаю, командир роты, старший лейтенант Солдатов, он как нас всех контрактников собрал и сказал, какие дальнейшие действия, что с нами будет. Это просто сбор БДГРа, в течение 5 суток учения какие-либо на полигонах и фотоотчеты для показания Западного военного округа, Балтийского флота, что БДГР все-таки есть. Что может быть еще дальнейшее, это как вариант, прибываем в город Белгород и по указанию свыше командования. Это вам так сказали, что возможен такой вариант? Да, возможно и такой вариант. В дальнейшем... В дальнейшем нас как собирали, отправились мы, если точнее, 10 марта нас отпустили домой,
10 это был как раз четверг. А Нас- вы пользовались соцсетями? Я смотрю, вы ВКонтакте, у вас, наверное, там какие-то Телеграм, вы, наверное, на какие-то ресурсы же подписаны. Вот 10 числа, когда вас отпустили домой, вы же имели доступ, наверное, к телефону? Да, к компьютеру. да, имел Вы доступ. понимали, что происходит уже? Потому что на 10 марта Украину уже довольно так сильно подготовили. Что я видел в ТикТоке, что там видео были в основном как бы с чеченцев, связаны с чеченцами, с полками Кадырова, что также нам, что уговорили по СМИ, то что на территории Украины нашли какую-то военную базу. Почему это все началось, как 24 февраля, как какие-то спецоперации. Что говорили, что в самих соцсетях, то что нашли какую-то американскую военную базу, там секретные документы. В этих секретных документах было сказано то, что 8 марта ожидалось как бы нападение с территории Украины на территорию России, прилет каких-то ракет в Москву. И поэтому как бы сам президент решил раньше начать, сам президент, это Владимир Путин, президент России, начать какие-то либо спецоперации. В интернете много было видео, что там они там продвигались с 3 фронтов, со стороны там Белоруссии, там ниже, что-то как-то. Что еще говорили, то что НАТО и фашисты, и эти националисты, они начинают какие-то военные действия. Сам народ как бы Украины, они как бы не хотят никаких военных действий. Как бы вот это вот, что вкратце, как бы, что я узнал. Что из этого подтвердилось? Что из этого подтвердилось, как бы, самих натовских войск я как бы не видел здесь на территории Украины. Каких-либо фашистов и националистов я не видел. Что я видел, как бы, когда меня брали в плен, это солдаты ВСУ, Вооруженные силы Украины, последующим как бы... Мы не называем населенные пункты, в которых вы были и где мы находимся сейчас. Я понял. В которых находитесь сейчас. Последующим... Были, ну, давай. Последующим было как бы это солдаты ВСУ меня передали к солдатам СБУ. То, что было в последующем, это вообще никого не интересует. Интересно, я вам задал простой очень вопрос. Что из этого подтвердилось, из всего того, что сказано? Я вам говорю Вы то, начали что... рассказывать то, что вы увидели здесь. Нет. Я вас спрошу, что подтвердилось конкретно? Что? Что подтвердилось, как бы, что было в интернете, как бы... Что-то из того, что было в интернете, подтвердилось? Вы это все видели, собственно говоря? Я не знаю, многое не подтвердилось, так скажем. А что подтвердилось? Я даже, Вы много всего сейчас перечислили. Можете еще много всего перечислить? Я не хочу этого, например, слушать, потому что зачем мне переслушивать все то, что там по российскому телевидению показывают? Я понимаю, Ладно, понимаю. если кто-то вообще ничего сказать не может, мы пытаемся... Что подтвердилось? хоть что-то Нет, что подтвердилось, как бы так частично, то, что когда я видел в интернете, то, что российских солдат, как бы гражданские, как Украины, принимают, как бы, как объяснить там, не со злостью, а как бы... С хлеб-солью? Не с хлеб-солью, так скажем, а как бы, с их стороны как бы угроз никаких не было. И это и подтвердилось. В интернете было, как бы там, показано то, что сами граждане, они как бы негатива не имеют к нам. И по факту я это и увидел. Да, я понял. Давайте смоделируем эту ситуацию. При каких обстоятельствах вы не увидели негатива от украинских граждан? Как это было? Населенный пункт можно назвать, где я был? Только вот что вы здесь находитесь, вы не говорите, чтобы сюда сейчас российская ракета не прилетела, чтобы... Я вас понял. Я вас Домой понял. же хотите, так не надо. Да, я вас понял. Первоначально, получается, 21 марта, когда мы заехали на территорию Украины, в дальнейшем как бы, остановка была ночью, в непонятном месте-то. А в 22, получается, марта мы также ехали, начали с утра, и в районе обеда мы приехали
в какую-то деревню, как бы уточнил у командира взвода, что, как бы прикомандированного, была деревня, как поселок Гусаровка. Ага, это что за область? И это рядом город, это Балаклея. Балаклея. Город Балаклея, в дальнейшем, ну, я узнал, что рядом находится город Балаклея. Мы находились, как прибыли 22 марта в районе где-то 12 часа, обустроили, получается, позиции, ну, сделали окопы, переночевали. На следующий день, 23-го, получается, утром, я со своим товарищем, с отделением, со снайпером решил прогуляться, получается, ну, как нам объяснил командир, мы вот находимся, вот дом, БМП рядом находится на территории, как бы, прямо находится мост, а за мостом, как бы, НАТО, враги. Позади нас находится, как бы, наша база. Мы решили пройти до конца улицы, посмотреть, ну, позади нас, что там находится. Начали когда идти, как бы, ну, проходить по домам, смотреть, есть кто вообще, как бы, там, может, мирные граждане есть какие-либо-то. Начали проходить, позади нас, 3-й или 4-й дом, я не помню вот точно-то, вышел, как бы, дедушка, ну, в возрасте такой, там, здравствуйте, здравствуйте, там, как бы, начали общаться, как бы, я спросил, как у вас дела, как бы, что тут вообще происходит-то. Он мне говорит, как бы, у нас, как бы, ну, все хорошо, как бы, ну, когда я начал, как бы, у нас спрашивать, когда это все закончится. За ним, как бы, была женщина, как бы, и как бабушка, получается. Также они спрашивали, когда это все закончится, там, как это, что да как. А мы у них спрашивали, как видели ли, как бы, натовские, как, войска, там, какие-либо другие войска-то. Нам сказали то, что проезжали солдаты ВСУ. В дальнейшем, что еще по общению, сам дедушка, ну, житель вот этого дома, сказал то, что при минометном обстреле, как бы, залетел снаряд в крышу и застрял, как бы, ну, как в самой лаге, в брусе. Ну, мы проявили инициативу, как бы, я с товарищем проявил инициативу посмотреть, ну, может быть, как-то вытащить, отнести вот этот снаряд, как бы, ну, как-то, чтобы безопасность была у них какая-либо-то. Снаряд от ВСУ, конечно, прилетел. Толком, как бы, ну, мы так и не поняли, как бы, спрашивая у дедушки, как бы, там снаряд, как бы, был от миномета 80-го. Миномета, получается, откуда он и как прилетел, как бы, толком я до сих пор даже сказать, что не знаю. Можно одно замечание? Что? Пока вас не было там, туда никакие снаряды не прилетали. Ну, я толком вот не знаю, как Я говорю, знаю как бы, толком, да. что пока российские войска не зашли на территорию Украины, никаким мирным жителям в Я Гусаровке понимаю. и Балаклее никакие снаряды в крышу не прилетали. Я Соответственно, понимаю. я оставляю за собой право думать, что это все-таки ваш снаряд с вашего миномета. Возможно, ну, А если я даже не знаю. теоретически предположить, что он не ваш, то все равно этот прилет вызван конкретно вашим заходом туда. Ну, Далее. возможно. Далее. Вы говорите о том, что вы не увидели никаких негативных отношений со стороны мирных людей. Да. Мы моделируем эту ситуацию. Вы заходите на военной технике с военным оружием, в обмундировании, видите какого-то старенького дедушку, какого-то женщину и какого-то ребенка. Вы как думали? Ребенка там не было. Хорошо, без ребенка. Вы как думали, они должны проявлять агрессию по отношению к вам? Но перед этим, как бы, говорили, то, что, ну, слухи, когда, ну, слухи были такие, то, что когда перед тем, как с поселка Валуйки зайти на территорию Украины, рассказывали то, что в каком-то городе ехала БМП-2, справа-слева были солдаты, выбегали мирные граждане и кидали, получается, бутылки зажигательной смеси. И такое было, да, действительно. Да, и вот, ну, вот так вот слышал-то. Ну, дедушка, возможно, этот просто уже не мог бегать зажигательной смесью, и, соответственно, он вышел вас и спросил, когда это закончится. Да, ну, как бы просто... Как вы думаете, логичный ли вопрос в сторону оккупантов, когда это закончится? Или вы не понимаете, что вы выступали в роли оккупантов? В роли оккупанта, как бы, в данный момент уже, находясь уже в плену, как бы, объясняя мне все сами солдаты ВСУ, как бы, СБУ,
я уже понимаю, что как бы в составе, как бы, сейчас числюсь в составе оккупанта. Нет, вы не числитесь в составе оккупанта. Я вас не спрашиваю, что вам кто рассказывал. Я с вами разговариваю, мы с вами как бы вот люди, да, обыкновенные. Да. На вас не производится же никакого давления. Кстати, Нет. вы даете добровольное согласие на это интервью и на его? Да, даю. Потому что я уже забываю в последнее время это спрашивать. Даю. И я пытаюсь с вами говорить с позиции обыкновенного человека для того, чтобы донести до других людей. Это и есть цель нашего интервью. Я понимаю. Что на самом деле происходит. И вы сейчас мне говорите о том, что вам объяснили сотрудники там какие-то, что вы числитесь в составе в списке оккупантов. Очень такая, знаете, разлогая формулировка. Я понимаю. Фактически что произошло? Вы зашли на территорию Украины? Да, зашли. Вы с оружием зашли на территорию Украины? Да, с оружием. Вы на военной технике зашли на территорию Да. Украины? Кем вы были на тот момент для этого дедушки? Враг, я не знаю, там Оккупант. вооруженный как бы. Оккупант. Чистой воды Вооруженный оккупант. человек. Люди, которые пришли с целью оккупации на чужую территорию. Вы именно такими были для этого дедушки. И если он не бросил у вас коктейлем Молотова, это как бы вовсе не означает, что он к вам проявлял какое-то добродушие настоящее или доброжелательность. Хотя, конечно, какой-то процент жителей Украины действительно очень-очень маленький, но действительно мог бы проявить такую доброжелательность. В ходе разговора он предлагал сигареты, он предлагал там медицинскую помощь. То, что он рассказывал до этого, как бы до вас, были еще солдаты, они с обмороженных совета. Ноги были обморожены, и это... он как помогал, получается, им мазал мазью, получается, чтобы ноги как бы в порядке Я были. понял. Мы начали просто, мы очень долго ходим по кругу. Я Мы понимаю. начали с того, что вам рассказывали, под видом чего вы идете в Украину, правильно? Базы НАТО, там какие-то там секретные документы, Да. намерения вторжений, еще что-то, Прекрасно. еще что-то. Я вас спросил, что из этого подтвердилось? И вы говорите, частично из этого подтвердилось, что граждане не так агрессивно настроены, как об этом говорили. Ну да, остальное как бы Или само или НАТО... граждане действительно нормально относятся, как об этом и говорили. Не суть. Дальше Я меня понимаю. интересуют вот такие вот вещи, с помощью которых вас сюда отправили. Само НАТО я не видел. Это, как бы, по моему мнению, это не подтвержденный факт, что здесь находится НАТО. Как бы самих натовских там инструкторов, как говорили, это здесь нету. Самих как фашистов, там, националистов, как бы. Может, националисты как бы в плане того, что они как бы воюют за нацию, за свою территорию, если переводить это Но слово. если вы не видели до этого националистов, то вы можете сейчас на них посмотреть вполне. Вот один, вот второй сидит. Я. Ну, вы за свою нацию. Логично. Ну, а мы Ну, должны я быть за понимаю. какую-то другую. Как я думаю, как бы в моем понимании националист это который он за свою нацию. Как Да. бы. Да. Но нам говорили как-то по-другому, что там националисты это, враги, там как-то что-то. Нет. Что такое патриотизм, знаете? Патриотизм, да, знаю. Что это? Это патриот своей там страны, который там за свою страну там как-то защищает свою страну, держится. Ну, это уже по моему мнению. Патриот может быть на диване, а может и где-то принимать какие-то активные действия. В чем. Ну, То да. есть он может на диване себе на своем лежать и любить так свою страну. Ну да, Может это писать любит что-то в страну. соцсетях. Да, это, все это верно. нормально. То есть ничего. Это все верно. Да. А вот националист, особенно в горячей фазе, которая сейчас находится в этих действиях, он уже не имеет права лежать на диване, он должен что-то делать. Ну, он Он должен. должен принимать участие в защите своей страны. Да. Вот исходя из такой простой формулировки, может она и неправильная. Я вам говорю, вот мы как бы два националиста, потому что мы активно принимаем участие в том, чтобы довести сейчас до россиян все вот эти вот истории, которые рассказываете вы, и чтобы они пришли к каким-то, если там хоть чуть-чуть шевелится что-то в этом сером веществе, да, пришли к выводам, что не нужно сюда идти, и не нужно здесь никого и ни от кого защищать. Потому что ваша история про НАТО это одна сторона, а другая же сторона защита русскоязычных, правильно? Вам Ну же да. рассказывали, что Да. вы идете русскоязычных защищать? Вероятно. Ну, многое что рассказывали, как бы, в моем понимании я вот как бы сглупил и пошел вот сюда вот. Лучше бы остался дома.
А как это вы могли остаться дома, если у вас был приказ? Надо было просто отказываться. Как это? Это же приказ. Как можно отказаться от приказа? Как это? Солдат российской армии может отказаться от приказа? Надо было отказываться. Я не знаю, ну просто надо было сказать просто нет и все. И не ехать. А сейчас, если бы вас вернуть вот в то время, вы знаете все наперед, вы бы поехали? Нет. Вы бы ослушались, получается, приказа? Да. Можно И не ослушаться, поехал. получается, приказа? Ну, за это будут какие-либо определенные последствия, там могут уволить, могут посадить, но лучше бы как бы уволили бы. Могут уволить. Да, лучше бы это уволили. максимум. Сейчас у вас многие судятся за незаконное увольнение в связи с отказом. Но я имею в виду, что приказ это не Господь Бог, который Я спустился понимаю, я сверху понимаю. сюда, и вы должны что-то беспрекословно делать, потому что вам Да. это как бы вселилось непосредственно в голову. Приказ это то, что человек имеет право обдумывать, по своему мнению. И Правильно? если это правильный приказ, его выполнять. Если нет, Правильно. значит нет. Если это правильный приказ, что у вас в присяге сказано? Какая функция вообще вооруженных сил России? Защищать свою страну. Правильно. А приказ идти в чужую страну по надуманным каким-то, под надуманным видом, этот приказ можно оспаривать? Нет, Нельзя. нельзя. Вы бы пошли сейчас в Украину, если бы вы все знали наперед? Нет, не пошел бы. Если бы все бы знал бы все до тонкости наперед. Все знал. Стоп. Еще раз. В России и в Конституции, и в присяге написано, вы защищаете свою страну. Да, Так. Да? да. Там не написано, что вы под надуманным предлогом должны идти в чужую страну вторгаться. Ну, Но вам сказали, поступает такой что... приказ. Да, сказали то, что будет угроза со стороны как бы Украины и надо идти. Ну, мы уже Ну, поговорили о том, что это как бы ничем не подтвердилось. Да. Но и это В моем до сих пор ничем не Нет, в моем подтвердилось. понимании, как я уже все обдумал, надо было просто отказаться и выполнять приказ по защите Родины только в том случае, если бы уже реально было бы пересечение границы и было бы какие-либо действия на территории Если России. бы вы были склонны к элементарному аналитическому мышлению, элементарно рациональному и логическому мышлению, вы бы проанализировали тот простой факт, что у Украины банально не было наступательного вооружения для того, чтобы пересекать вашу границу. Не было. Понимаете? И все. Нам сейчас только такое вооружение поставляют. Только сейчас, еще даже, вот только начали. Вот, еще недельки 2-3, и у нас уже будет его в порядке здесь. Я Потому понимаю. что ленд-лиз и так далее, ну вам там в истории, наверное, не знаете, что такое ленд-лиз, нет? Нет. Нет? Влияние ленд-лиза на Вторую мировую войну, знаете? Ну, такие рассказывать не буду. Неважно, почитайте. Вот. Сейчас это все действительно происходит. Но на тот момент, про какие бы документы вам не рассказывали, про секретные базы, в которых там что-то обнаружили, это чисто бред сивой кобылы, о котором могут говорить по российскому телевидению. Ну да. Но ни одного подтверждающего факта этому не было. Что И я нет. могу сказать по поводу этого? Просто многих, так скажем, зомбировали. Хорошо, это мы все прекрасно понимаем, но вернемся еще раз. Вот это вот Россия, да, вот это вот Россия, а вот это вот Украина. Видите, это вот, Да, вот в масштабе общем, да. Вот как вы думаете, вот Украина собиралась напасть на вот это вот, на вот это вот четверть мира, собирались мы напасть? Ну, если чисто как бы сама Украина, нет. Но, как говорили, что НАТО, получается, как натовские инструктора, там также в интернете было видео показаны, как и сказано то, что со стороны НАТО наемники прилетают на Украину, чтобы как бы какие-либо действия совершать против Сказали. России. И вы поверили. Да. Хорошо. Другой вопрос. Почему бы вам не напасть в таком случае на натовскую любую страну, раз так воюет с вами НАТО? На это Ну, я от не могу НАТО вопрос же, от НАТО ответить. же опасность. На этот вопрос я не могу ответить, я как бы просто солдата, так Понимаю. скажем. Нет, а я просто человек. Я пытаюсь понять логику ваших людей, донести до других людей. Нет, логику. по факту, как бы в моем понимании, вот рассматривая ваш вопрос, если вот со стороны НАТО идет угроза, Мгм.
Зачем, вот, допустим, идти на какую-то другую страну, там, если там якобы наемники и так далее, если надо, ну, устранить прямую угрозу? Как мне еще говорили, ну, как рассказывали, получается, и так в соцсетях, то, что в Сирии, как участие там были боевые, то, что НАТО там хотело захватить якобы Сирию, там и российские там Я солдаты. не знаю, про Сирию это мы сейчас еще 2 часа будем разговаривать. Нет, просто вкратце то, что как бы якобы НАТО был на территории на Сирии, это и Ни российские одной солдаты. официальной Там. базы НАТО и ни одного официального формирования НАТО в Украине и на территории Украины не было. В этом знаете? Понимаете? Теперь как бы, ну, с ваших слов понимаю и со слов Ну, других. загуглите потом еще не с моих слов, так, чтобы на всякий случай. А про наемников, ну, я примерно Дай понимаю, бог откуда идут. будет этот шанс как Да, бы про загуглить. наемников я примерно понимаю, о чем идет речь, и, честно, устал об этом говорить, но еще буду говорить. Вы знали, что в Украине происходит конфликт с 2014 года? Ну да, слышал то, что там Донбасс. Донбасс, да. Да, вот это вот слышал. Донбасс это как переводится Донецкий бассейн. Да. Да, были как конфликты на территории там Донецка, Луганска и в дальнейшем, как я сейчас вижу, А что Крым аннексирован Россией, вы знаете? По поводу Крыма, как бы я толком не слышал, что там происходило, но мне здесь уже Служба безопасности Украины рассказала то, что российские войска просто зашли на территорию Крыма, и там как бы ничего, как бы, ну, как это... Они просто... Сопротивления особого не было, Да, они захватили сопротивления. Крым. Но я не об этом. Да. Вы понимаете, что захватили Крым? Понимаем. Ну, Россия захватила Крым. Да. А потом, ну, Россия зашла на вот тот самый Донбасс. Ну, И в моем из-за этого понимании... у нас произошел конфликт, который на российском телевидении подавали как войну вооруженных сил Украины с шахтерами. Именно тех вооруженных сил Украины, которые прогнали на сегодняшний день за месяц элитные войска России, аж из-под Киева, разбили в щент, в хлам. Вот это я тоже слышал, как еще говорили, то, что вторая армия мира, но с этим я вот... А там не совсем шахтеры были, понимаете, там были те самые наемники, только из России на Донбассе. Так как вы попали в плен, расскажите, пожалуйста. В плен я попал, находясь уже, мы передислоцировались с Гусаровки в Червонову Гусаровку, или, как кто-то говорил, Новая Гусаровка, которая еще ближе к Балаклею, городу, находилась. Мое отделение, получается, и соседнее отделение с другого взвода находилось с другой стороны. Основная как часть роты, получается, находилась со стороны Балаклея, в конце деревни, а мы находились с другой стороны. Если точно по числам, числа 30 марта, получается, к нам... Мы находились на пилораме, получается, у нас старший был, это замполит батальона, майор. К нам прибыло отделение как разведки, там я не знаю, сколько количество примерно точно их было, они дождались БМП-2, погрузились в БМП-2, и в дальнейшем сам вот этот майор, получается, замполита, он взял меня с собой, так как указание было от командира 7-го полка по одному не передвигаться. И якобы, как бы, майор, как бы, замполит, он решил, чтобы я был с ним, как бы, типа, прикрывал его, там, телохранитель, или как-то что-то в этом роде-то. С этой пилорамы мы выдвинулись, получается, в поле, не в саму деревню, а в другую сторону, как из деревни выезд, получается, на километр где-то, как он говорил, 2 мы отъезжали. Он там высадил отделение разведки, и в дальнейшем, как сам механик БМП нас вернул обратно, меня, как и майора, самого, как нашего старшего. В дальнейшем 1, получается, уже апреля, где-то в районе обеда, что я услышал, связь с отделением разведки была потеряна. 2 апреля утром, получается, меня, как с моим товарищем с отделением, отправили в штаб полка, находился, который в центре деревни.
в двухэтажной школе, там в подвале самом. Мы взяли там радиостанцию, прибыли на нашу Что вы говорите, пилораму. в школе, да? Ну, в центре деревни там была школа, получается. Школу И заняли, да? в самой школе находились, и как сам командир полка Детей находился там в не было, подвале. надеюсь? Детей Мне я просто не по видел. российскому телевидению постоянно рассказывают, что Детей, украинцы вот честно, я не прикрываются, видел. там, прячутся в школах и так далее. И так далее. Убили Вы, детей. получается, тоже прячетесь в школах? Нет, честно, вот по поводу, допустим, детей, как бы я не видел, что они находились в самой школе. Не, я не говорю, В я самой говорю о том, школе- что говорят по российскому телевидению. В самой школе... Наши люди, Я они понимаю. осуждают наших людей, которые занимают какие-то объекты для обороны нашей страны. Они их осуждают. А вот о том, что вы занимаете точно такие же объекты, вот это не забывают сказать. Об этом и не забывают. Мое мнение по поводу, даже не мнение, а что я могу сказать, это было решение командира полка занятия школы как подкомандный пункт. Это нормальное решение? Гражданский объект в чужой стране? В моем понимании по тактическим действиям, тактические действия не должны происходить в каком-либо населенном пункте. Не должны. Если и должны происходить, в населенном пункте не должно быть ни одного гражданского. Хорошо. Чтобы гражданские... гражданские я... Гусаровки, Новогусаровки, Красногусаровки. Вот в этих вот в этой где был сам командный пункт полка в двухэтажной школе, это гражданских детей самих я не видел. Я видел одного подростка, ему было 19 лет. Остальных, что я видел, они были взрослые, кому 30, за 30. Это гражданские. Но они находились от школы, я не знаю, как школа была, получается, и где-то в метрах 500 там была четырехэтажка. В этой четырехэтажке в подвале находились гражданские. Получается, на третьем, на четвертом этаже, на втором этаже находились там рота, 5-я рота соседняя. То есть вы выгнали людей из квартир и поселили в квартиры? Честно, вы вот сейчас говорите, что меня к этому Я не про вас, я про ситуацию. Я там не был. Мне просто сказали, дали указание, вот ты со своим отделением отправляешься на пилораму. Понятно. На пилораме там никого не Понятно. было, У она меня заброшена вопрос была. быстрый к вам. Оцените действия ваших коллег, вашей армии. Я вам что могу сказать, вот с самого первого дня, когда мы заехали в Гусаровку 22-го с обеда, как началось все это, каша, командиры были неправы. То, что, допустим, мы приехали в деревню, и в деревне, когда мы дислоцировались, и там находились граждане, это уже неправильно. Когда мы передислоцировались в Червоную Гусаровку, где находились гражданские, и там делать командные пункты и какие-то базы в домах, в каких-либо там, где также находились гражданские, это неправильно. Вы, наверное, не хотите просто сказать вслух, что использовать гражданских как щит. Так, да. Вы просто это говорите какими-то формулировками. Скажите, пожалуйста, вы про Вторую мировую войну что-нибудь знаете? Про Великую Отечественную, как у вас? Про Вторую мировую войну, что я знаю, то что сам Гитлер, получается, сам фюрер, получается, Германии хотел захватить весь мир, решил захватить Россию. Знаете, чем они оправдывали не Россию, а вторжение в Советский Союз? Возможно, то, что СССР занимала больше территории на планете или как-то что-то. Нет, есть свидетельства судов, которые происходили потом над нацистами. И они свидетельствовали, что им нужно было вторгнуться в СССР, потому что в противном случае СССР напал бы на них. Вот этого не знаю. Вот этого я знаю, то, что с 1939-го начиналось какой-то конфликт, получается, между СССР и Германией. Еще то, что знаю, то, что сам Сталин, он в 1939 году встречался с самим Гитлером, где-то там у них встреча была. И Молотова, знаете? Я еще что слышал, то, что какой-то договор был создан на 10 лет, вроде, что
мирный договор о вневраждебности. Да, не И в враждебно. дальнейшем, что я слышал, то что сама Германия вроде нарушила этот договор и вторглась в территорию как бы СССР. А Польша? 1 сентября что произошло? 39-го. Вот этого не знаю. Не знаете. Давай без глубоких исторических век, давай просто вопрос я к чему веду. Чем действия России на сегодняшний день отличаются от действий фашистской Германии? Ну, я толком как бы Нет, фактом не скажу. Смотрите, Ну, Германия что Германия вторгалась, что, так скажем, и Россия сейчас в данный момент, она вторглась на территорию Украины первой. Да. Как бы вот этим нет, ну, как бы, что Германия были как бы, ну, враги для народа, что сейчас, как бы, так скажем, по этим же стопам идет и российская армия. Что немцы в то время Да. заходили в мирные поселки, Да, города, и что россияне сейчас заходят. ну, в данный момент, да. И я предполагаю, что и к немцам на то время тоже не все и не во всех городах относились, как сказать, негативно. Ну, то есть проявляли какую-то враждебность. Ну, да. Кто-то в них стрелял, ну, это из вашей истории. А кто-то выходил, говорил, может быть, помощь какая-то нужна. Это тоже было. Да помогали. Ну, я вот точно как бы Помогали не скажу. на занятых немцами М. территориях находились граждане, которые им помогали. Были. Я понимаю. Ну. Мы отдалились, вы мне спрашивали Мы не по отдалились, мы поводу, общаемся. нет, мы отдалились на то вопроса, как я попал в плен. Мгм. А в самой школе как бы никого, ну, мирных граждан не было, там находился командный пункт, я служивцем пришел, взял там радиостанцию, пришел на пилораму, как за деревню-то, по указанию как бы майора Багаева, это замполита батальона, который у нас был старший, я со служивцем, сержантом Михаилом Колосовым, который сейчас находится также как бы в плену, он находится, можно сказать, где? Да. В СИЗО в Харькове. Мгм. Ну, там он до сих пор как бы находится. По его указанию он сказал нам идти в том направлении, там в 2,5 километрах находится отделение разведки, и передать командиру отделения разведки, лейтенанту, забыл фамилию, там лейтенанта старшему отделения разведки, передать радиостанцию, чтобы они вышли на связь. Мы отправились, получается, с самой пилорамы, отошли где-то на метров 500, уже были на открытой местности, была дорога, справа, с левой стороны было поле, мы находились с левой стороны. Отходя на метров 500, по правой стороне, в 700 метрах от нас, в лесополосе, мы увидели военные действия, там были взрывы от миномета, получается, и как работала еще БМП. Мы, там, получается, сама дорога и спуск в поле-то, мы прижались, получается, к дороге-то, с нами связались по радиостанции, цело, не цело-то, я сказал то, что, как бы, цело-то, но в 700 метрах от нас там это взрывы-то. Что я услышал от майора Багаева-то, целое, передвигайтесь дальше, все хорошо. Отойдя от этого места еще на метров 15, по нам начали работать. А с другой стороны, получается, дороги начали идти взрывы. Мы как упали, получается, как я упал со служивцем и связался по радиостанции, сказал то, что, доложил об этом, то, что по нам работают, то, что передвигаться дальше мы не можем. А какое расстояние от школы до вас было? Расстояние, получается, от пилорамы до школы, не больше километра. А от школы до того места, куда вы пришли? От штаба имеется в виду. От штаба, получается, где по нам работали. От самой пилорамы было где-то метров 500-600, где-то, то есть километра 1,5 было. А по школе по самой работали? Вот этого не могу сказать, как бы, когда я приходил в школу до этого момента, как бы, там все цело, как бы, было. А предполагаете, почему по школе по самой не работали, а когда вы отошли метров 500 или километр, начали работать? Потому что, как бы, рядом с нами находились гражданские. Логично. Живой щит.
Да, Ну, ну, живой щит, да, отошли от живого щита. и Вас поняли, отправили, что- получается... двоих отправили на, там, как майор Багай сказал, 2-2,5 километра в лесополосе находится отделение разведки. До них донести радиостанции, чтобы Шакир, лейтенант Шакиров, позывной Шакира, чтобы он вышел на связь. Мгм. И вот, ну, по нам начали работать, следом, как я говорю, что по нам работают, майору Багаеву тишина. Следом связался, я не помню точно позывной, оперативный, получается, дежурный, который, ну, связывает со всеми-то. И сказал, то, что передал как майору Багаеву, у майора Багаева был позывной Белгород, то, что уводи назад своих людей. Майор Багаев нам сказал, то, что уходить, мы отошли. Прибывая как бы на саму пилораму, там уже находился командир батальона, командир БДГР, майор Никифоров. Проведя, ну, как в самой пилораме где-то с час времени, майор Багаев с майором Никифоровым меня с служивцем, с Мишей Колосом снова позвали, и был уже приказ, получается, как бы, ну, указание, приказ от майора Багаева, замполита, и от самого командира батальона, майора Никифорова. Указание было то, что все нормально, там никого нету, там все зачистили, надо дойти до отделения разведки, отнести просто радиостанцию. Мы как бы собрались, как бы, и пошли уже, как бы, ну, снова туда, как бы, перебежками, как бы, ну, чтобы просто донести радиостанцию и обратно вернуться. Пройдя где-то с километра полтора, вот так-то, может, чуть больше, пройдя на первый перекресток, получается, мы вышли на дорогу, посмотрели на первом перекрестке, никого не было. Дойдя до второго перекрестка, выходя с левой стороны, как на перекресток, на другой стороне, как бы, из лесополосы начали выходить солдаты. Начали выходить, как бы, солдаты, я подумал, что это наши. Так как в самом командном пункте, получается, охрана командира полка была взвод спецназа. Откуда-то с России, я точно не знаю. Это у них была как мультикам, ну, экипировка похожая, как у солдат ВСУ. Я подумал, что это, ну, просто спецназовцы, это они на нас начали, ну, подумал, что это наши. Но они на нас начали наставлять оружие, сказали руки вверх, руки вверх. Я услышал как бы русский голос-то, подумал, то, что как бы, ну, это свои могут быть-то. Да. Я поднял руки вверх, как бы оружие у меня было опущено как бы вниз-то. Обернулся, как бы сослуживец тоже поднял руки вверх, Миша Колосов-то. И мы начали ближе подвигаться. Я увидел уже шеврон как бы Украины и уже думал, все. Но они как бы подошли к нам, получается, как это, оружие сказали снять, как бы сняли оружие, сняли с нас экипировку, положили на землю, сразу руки завязали, как бы завязали глаза, сказали. Дальше неинтересно. Ну, вот так что вот. После того, как вы попали в плен, мы понимаем. Били вас, бьют вас вообще? Честно, как бы по поводу того, что там избиения, как бы вот, ну, не было. Я весь как бы целый. Так где же Как нацисты? Что? Где же нацисты тогда? Я вот не знаю. Прикольно было, на русском языке услышал руки вверх, а надо было, как нацисты должны были Да. на немецком, Ну, Хандехов. Я не знаю, как бы услышал просто русский язык, подумал, что это как бы наши, может, так как это еще экипировка, взвод спецназа, который охранял. Нормально, в отличие от вас, экипированы, да? Ну, у них также мультикам было, и похоже, как у солдат ВСУ, как было, как сама форма. Да. Это мы все понимаем. Но вы про Ну, вот эти вот подразделения вообще поняли, да, что я вам сказал? Что все вот эти вот группировки, которые в России называют группировки, которые на самом деле не группировки, это все люди, которые входят официально в состав вооруженных сил Украины. То есть, если бы среди этих людей каким-то чудом совершенно оказался американец, ничего удивительного бы в этом бы не было. Хотя их от всех, ну даже не 0,01%, знаете, так, кто-то там. Ну, как бы вот так вот, а дальнейшем, как бы, что еще по поводу плена могу сказать, когда взяли в плен, провезли в подвал, к нам подошел, как бы, мужичок лет 40, вот так вот, а может 45,
Вроде как бы прапорщик, я вот точно не знаю, здесь 2 звезды были. Да. Вроде прапорщик. Он просто спросил посада, как бы, как я понимаю, на русском Да. переводить это Должность. да, подразделение, там, кто это как. Я сказал то, что старший стрелок, как бы, мотострелковый полк, мотострелковый батальон, как бы назвал это. Он спросил, как бы, где взяли, я сказал, там в Гусаровке взяли это. А в дальнейшем он угостил сигареткой, как бы спросил, в туалет надо. Отвел в туалет. В дальнейшем, как бы мы сидели с сослуживцем, с Мишей Колосовым, он нам принес по банке тушенки, как бы есть хотите, как бы я сказал, но это если возможно, как бы по банке тушенки принес, по 2 куска хлеба. На одном куску как бы было сало, как бы, хороший прием был, и дал чаю, накормил. Дал как бы сигарета, в дальнейшем нас Мы забрали уже уже. поняли, что... Нацисты издевались. Мы уже поняли, что вас нацисты здесь заставляли тушенку есть с хлебом. Нет, Это да. нас не заставляли, предложили. Просто Ладно, не надо, говорите честно, заставили насильно. Я вам честно говорю, просто прапорщик сказал то, что курить будешь. Я говорю, если это возможно. Ясно. Да, понятно. Кушать хочешь, на, держи, покушай. Я вот оговорился про то, что были люди, которые с нацистами в коллаборацию вступали, помогали. Ну, кто-то помогал, я так уже чувствую, что там напишут в комментариях и про коллаборацию, и про все остальное. Я понял. У России какой флаг? В России И про флаг мне еще там писали, что это украинский. бело-синий, красный. Бело-синий, красный. Вы знаете, что у России и в России, и в Украине, и в Белоруссии были подразделения целые, которые коллаборировали как раз с фашистами? Что делали? В коллаборацию вступали с ними. Ну, в общем, воевали за Третий Рейх. Вот этого, возможно, может быть и были, как бы, Про РОА слышали когда-нибудь? Что еще раз? Российская освободительная армия. РОА. Нет, не слышал. Но они просто во время Второй мировой войны у них как раз была эмблема с этим самым флагом. И они носили георгиевские ленточки. Именно те, которые георгиевские, которые прилагались к ордену Святого Георгия, который был упразднен в советской армии. Именно под этим флагом сейчас живет Россия. И именно эти ленточки они сейчас надевают на День Победы, ошибочно называя георгиевскими, хотя они называются гвардейскими. Понял, ушел не туда. Все, извините. Что-то еще, может быть, хотел. Так про приказ я так и не понял. Вот приказов ослушиваться нельзя, вы говорите, никаких. Ну да. Да. Как Но бы, вы если послушайте. есть приказ, его как бы, приказ сначала выполняется, потом обсуждается. Все верно, мне так и пишут. А вы говорите, что если бы вы знали все наперед, даже понимая вот такой вот приказ, вы бы его не выполнили. Вот как это вот сопоставить? Там были как бы лица, которые отказывались, когда нас строили БТГР. Я бы лучше, там было порядка, первоначально я видел где-то 3 десятков. Возможно, может как-то что-то и изменилось, если я бы сразу отказался, возможно, не посадили бы, а возможно, просто, как бы, не знаю, может, уволили. Я что-то. не спрашиваю про то, за что вы волновались бы в этот момент. Про посадку или там про увольнение или еще про что-нибудь вы могли волноваться. У меня очень простой вопрос. Просто ваша формулировка звучит следующим образом. От приказа отказываться нельзя, но можно. Так? От приказа отказываться нельзя, но я бы отказался. Не в том понимании, что приказ как бы надо выполнять, но какие-то, в определенных моментах, если зная наперед, надо, если что-то не так, как бы в моем понимании, как бы. Вот сейчас люди, для которых мы, собственно, и делаем это видео, они знают уже наперед. То есть каждый из них может уже понимать, что происходит конкретно в Украине. А именно здесь убийства, смерти, в том числе мирных людей, смерти российских солдат, смерти украинских солдат, все попадают в плен друг к другу. Не является тайной, это все. Что я могу, вы, возможно, хотите от меня, как бы, чтобы я сказал, самим смотрителям. От вас ничего. Знаете, мы не то чтобы хотим... Мое мнение по поводу вы этого, что... что... то же самое, что и все остальные. Но вот сейчас у россиян конкретно зациклило в комментариях на слове приказ. Вот они этим как бы апеллируют или апеллируют. Что Нет, вы по от поводу... них хотите, от этих бедных солдат? У них был приказ.
И я хочу как-то до россиян донести, что не каждый приказ является законным. Не каждый приказ, что если вы являетесь сейчас, если вы сейчас понимаете, что вы фактически находитесь, служите в армии тех же самых фашистов или тех же самых нацистов, то приказ, то нацистский или фашистский приказ, а он фактически таким и является, если вы внимательно слушали этот разговор, выполнять совсем не обязательно, хотя он и приказ. Примерно так я уже от себя просто сказал это, но давайте оспаривайте, контраргументируйте. Что я могу сказать, как бы приказ по поводу военных действий, допустим, надо выполнять, если идет угроза, прямая угроза стране, допустим, если нарушена как бы территория, там, а если как, не надо выполнять тот приказ, который в дальнейшем идет какие-либо действия по нарушению территории другой страны. Как-то вот так вот. Да. То есть, то все правильно. Все да, правильно. то что если был бы приказ по защите своей страны, если было бы нарушено границы как своей страны, и надо выполнять приказ по защите. Верно. Но по нападению и там захвата другой территории вот этот приказ как бы не надо выполнять. В моем понимании вот так вот. Я надеюсь, для россиян молодой человек сейчас внятно, плюс-минус объяснил, да, почему не все приказы, все-таки, хоть они и приказы, и это великолепное слово, нужно выполнять. То, что солдат, допустим, вот солдат вооруженных силы России, как бы, как я понимаю. Называется? Что ведомство? Вы солдат какого ведомства? Вооруженные силы России. А министерство? Министерство обороны. Вот, Министерство обороны. Министерство обороны, как в моем понимании, подразумевает то, что вот оборонять. И какие-либо приказы вот вооруженных сил России, то есть надо, допустим, оборонять свою страну и выполнять любые приказы по охране стране. Но никак, допустим, не нарушать и не нападать на другие страны. Там рваться за деньгами, как бы, ну а смысл, допустим, рваться за деньгами. Хорошо, я понял. Сколько выстрелов вы произвели за время нахождения в Украине? Честно, вот я могу вот хоть чем, я даже, я не знаю, поклясться, там вот, ни одного выстрела я не совершил. Ни одного выстрела. У меня было 8 магазинов, как автомат, как 8 магазинов под автомат, плюс дополнительный БК, как бы россыпи было, как бы патроны. Граната, 5 гранат было, плюс подствольный гранатомет и 6 ВОГов под гранатомет. Ни одного выстрела я не совершил. Ни одного выстрела. Вам достаточно было сухпайков, которых вам давали? Сухпайков первые дни, да, сухпай как бы на сутки. В дальнейших было где-то, когда мы были на пилораме, пару дней как бы было такое, то что не доедали. Алло? Пап. Подожди, громко. Сейчас я должен предупредить. Да, добрый день. Я Владимир, меня звать, я журналист из Украины. Вы хотите с сыном поговорить? Пап. Я просто должен вас предупредить, что этот разговор происходит под запись и для последующей публикации в Ютубе. То есть при желании можете говорить, можете не говорить. Вы услышали, да, что я вас предупредил? Да, услышал. Возможно на видеосвязь как-то? Включите видео. Видео можно? Пап, включи видеосвязь. Да. Включи видеосвязь, ты меня видишь? Нет. Так, постой, как включить. Сейчас, погоди, минутку. Что такое? Все, вижу. Сейчас, секунду, пап. Секунду. Алло, пап, видишь меня? Да. Привет, пап. Привет. Привет, как у вас дела? Ну как, нормально. Как там мама? Нормально. Как там бабушка? Живые. Как там бабушка? Нормально. Я тоже, здорово. да, я сам целый, вот видишь, как бы вот перед тобой целый невредимый, все хорошо. Ну, как бы рад за тебя. Да, я не могу сказать, где
где я нахожусь именно, но сейчас до сих пор как бы, ну, на территории, возможно сказать, где? На территории Украины? На территории Украины нахожусь. Понятно, понятно. Да. Мы поняли. Мы три недели добивались, чтобы тебя внесли в список военнопленных. Ты вообще нигде не числился. Ни в каких списках. Стоп, а с кем связывались, Министерство обороны, горячая линия Министерства обороны. Военкомат, это все это хуйня, А. все молчат. И как ФСБ молчит, все это молчок на полный. Я понял. Как передали, как 5-го ты позвонил, мы информацию туда передали. Да. Тут в военкомат полез. Потом позвонили, что все, мы приняли информацию, как мне потом на следующий день с ФСБ перезванивают Царейского. Всю информацию приняли, направили выше. Как будет что-то новое, как мы позвоним, и все, тишина. Я вас понял. Я понял. Комитету солдатских матерей дали как номер горячей линии Министерства обороны. Вот туда 3 недели звонили. И на 21-й день все-таки как удосужились в войсковую часть позвонить. Там ты, оказывается, считался пропавший без вести. Ну, это как обычно делают. Ну, понятно. Да, многих списывают. Что 5 числа ты звонил, и что мне потом звонили 19-го, звонили с Красного Креста, что 12-го. Да. 12-го передавал ты привет. Я получал сообщение. Ну, вот и как бы относительно этих звонков тебя перенесли в список военнопленных и в статус военнопленных. Есть список по обмену. Или как на обмен. Да, на обмен. Если возможно, пап, если возможно, надо названивать каждыми днями, чтобы побыстрее обменяли. Чтобы быстрее обменяли? Да, потому что тут загвоздка идет. Сами, получается, солдаты Украины, они готовы идти на обмен, но со стороны России они начинают, так скажем, троить. Они начинают там вилять. Ну, куда звонить-то? С ФСБ там, кто там, как ты связывался, там, с тобой связывались, там, надо названивать, говорить по поводу меня там. В соцсетях писать, пусть сестра там в соцсетях пишет, там в соцсетях есть какие-то группы. Так видео это будет с вами, вы можете его распространять и показывать своему руководству. Но видео вот это с вами, оно уже записано сейчас. Это очень часто россияне используют наши видео для того, чтобы доказать, что вы в плену. Я понял. А как-то видео возможно с моим как бы? Я скину этот самый ссылку на этот номер. Пап, тебе скинут ссылку, получается, куда зайти с моим видео, чтобы там доказывать, что я живой и что побыстрее обменяли. Ну, понял. Да. Я живой, я целый. А каким образом так получилось, то что это опять же наше правительство, оно как бы, как это объяснить-то правильно-то? У меня само управление полка, который был прикомандирован, они говорили, что типа своих не бросаем и так далее, приказом меня сюда кинули, и в дальнейшем говорили, что все хорошо будет, но в дальнейшем они просто меня кинули. Ну, понятно. Так скажем, прямо долбоебы. Извиняюсь за выражение. Это. Надо звонить, как бы, если возможно, надо с Томой связывайся, там, чтобы Тома тоже как-то вместе там как-то что-то. Я сейчас Томе тоже буду звонить, я не знаю, там как-то сестре Свете позвони, чтобы она нашла в соцсетях какие-то группы и там писала про меня, чтобы побыстрее это все было. Хорошо, понял. Чтобы побыстрее. Мама знает, что я в плену же? Ну, конечно, все знают. Все знают, что ты в плену находишься. Мама как там, нормально все? Да нормально, все нормально. Мы надеемся, что... Мама рядом? Маму там... Сейчас я могу... Да, чтобы она увидела, что я целый, здоровый, невредимый. Ну все, сейчас. Петрушка, расскажи.
Мам, привет, привет, мам, привет. Я живой, я здоровый, целый, невредимый. Ты уже дома? Нет, нет, я не дома. Я нахожусь на территории Украины до сих пор. До сих пор, да? Да. Ну и когда ты вернешься домой? Я точно не знаю, не от меня это все зависит сейчас, в данный момент, не от меня. Нифига себе. Не от меня это все зависит, да. Но я целый. Видишь? Петенька, миленький, ты повернись. Вот. Да, посмотрим. А видео с вами нормально, кто тебя полное. снимает-то? А меня снимают международные как это? Журналисты. Меня сейчас снимают журналисты, и с помощью журналистов я вот вышел с вами на связь, чтобы показаться, что я целый, невредимый, живой, здоровый. А домой когда вернешься? По поводу этого не знаю, жду обмена. А? Жду обмена. Прошу тебя, ты вернись домой. Все хорошо, баб. Баб. Сходи. Бабуль, все хорошо будет, все хорошо будет. Бабуль. Ой, да как же Бог Сейчас услышал благодаря журналистам я вот с вами вышел на видеосвязь, чтобы вам показаться, что я целый, здоровый. Чтобы уже по факту. О, хорошо. Чтобы вы не думали там ничего. Петя, Чтобы ты все иди хорошо. не ранен, да, Петь. Нет, я не раненый, я целый. Я целый. Хорошо, Петя. Я целый. Руки, ноги целые. Все ждем тебя. Все Всей хорошо. ночью вот этот самый телевизор. Думаю, тебя увидать. Но- Скоро будешь ты дома. Вот Да, хорошо. скоро я буду дома. Все хорошо. Да. Вовка, ты как так? Алло, алло. Сейчас. Алло, Подожди, пап, подожди. Сейчас. Здравствуйте. Меня зовут Владимир, я тот самый журналист, да, только что с вами общался. Можно вопрос вам один задать? пожалуйста. Ну, как вы понимаете, у нас миротворческая миссия, которая направлена для того, чтобы остановить войну, для того, чтобы донести до россиян то, что здесь на самом деле происходит, устами ваших же военных. Ну, в частности, и вашего сына тоже. А скажите, пожалуйста, а вот по вашему мнению, как вы думаете, зачем вот это все нужно? Понимаете, да, о чем я спрашиваю? Про войну? Да. Я просто не знаю, как задавать вам вопрос, у вас войной называть нельзя. Зачем это все? М? Как бы, русские и украинцы испокон веков были как одна нация была, или как при Советском Союзе было это все едино. Говори прямо, пап. Сейчас, секунду. Пап, говори прямо как есть. Как ты думаешь, говори прямо как есть. А что я могу сказать? Что я могу сказать? Ну что я могу сказать? Я не знаю, что сказать. Ну, по поводу вот этой обстановки, самой политики, что ты сам говорил про политику, про Путина, про Медведева. Вот это скажи. Я далек от политики, ну, я против войны, конечно. Ну, и как бы от нас что зависит, что вот ее развязали войну, что от нас это зависит? Не. Ну, я против войны. Я же не говорю, что от вас там что-то зависит, не зависит. Я имею в виду... Мнение. Ну, хорошо, а кто развязал войну в таком случае? Ой, америкосы стравили нас, как украинцы вы, русских, стравили. Мгм. И сейчас, если вот этот вот бой не идет, не на жизнь, а на смерть, я хрен его знает, кто вот ее развязал. Смотрите, вот это ваш сын. Смотрите, вот это ваш сын. Он в военной форме. Он военнослужащий Российской Федерации. Они зашли в Украину с оружием. Зачем они это сделали? Ну, видать, приказ поступил, вот и зашли они на Украину. Я понял, что приказ. А зачем поступил такой приказ? Какая цель? А я хрен его знает, какая цель. Ну Я вот, далек от политики, я ничего не могу. да, но вы далеки от политики, но при этом вы хорошо понимаете, что америкосы стравили два народа. Вы не находите, что это немножко противоречивые утверждения? С одной стороны, вы далеки от политики, но с другой стороны, вы точно знаете, что... Ты прямо скажи, что ты думаешь о правительстве. Я не спрашиваю Что я правительство. могу сказать политику? Что я могу сказать?
Я не могу. Ну, я просто нормально, ну, по-человечески задаю вам вопрос. То есть, я думаю, может быть, вы ответите, может быть, не ответите. Вы точно знаете, что америкосы стравили два народа? Я вам задаю простой вопрос. Вот ваш сын, вот он в военной форме, вот они с оружием сюда зашли. Ну, кто их послал сюда хотя бы, вы можете объяснить? Ну, правительство кто послал? Правительство. Наше правительство. Вот, ваше правительство послало сюда вооружен. А вы знаете, что в Украине в результате того, что ваше правительство сюда послало людей в форме с оружием, гибнут люди мирные, украинцы, женщины, дети. Ну, нам тут показывают по телевизору, что гибнут люди. Вот, что я могу сказать? Не знаю, ну, какую нам лапшу тут по телевизору показывают. Ну, что вот видим, то видим. Не, ну так а какая лапша? Ну, Россия вторглась в Украину, как фашистская Германия в Советский Союз. Тогда гибли советские люди, сейчас гибнут украинцы. Что вам здесь еще рассказывать? Какую лапшу? Зачем? Ну, По телевизору другое показывают. так в смысле по телевизору, вот ваш сын, вот возле меня ваш сын находится, вот он в форме, вот он с оружием сюда приехал. Если хотите, он вам сам эту всю историю расскажет. О том, как они сюда зашли, как они здесь захватывали города, как они здесь захватывали мирные объекты. Ну, что, я не знаю, зачем вам телевизор, если вам это рассказывает ваш сын. Просто он не может прямо сказать, что правительство, ну, как он думает и считает, что наше правительство просто долбоебое. Не, я не знаю, насколько там ваше правительство и какие у них интеллектуальные способности. Я имею в виду, я пытаюсь добиться от россиян одного простого понимания, простой очень вещи, что ваше правительство развязало войну, что ваше правительство послало сюда вас как мясо умирать. Да, Это правда или неправда? это правда. Ну, а почему ваш папа не может тогда признать таких простых фактов? Ну, Я вам так это же скажу. не под давлением. Это не под давлением, он просто сейчас боится, что что-то со мной может случиться в дальнейшем. То что как бы это идет на высшем уровне. А я, что мой отец, он идет как в этом, как пешка. И, может быть, просто могут приехать и как бы так Вы сказать. имеете в виду, что он волнуется за то, что может случиться с вами после Да. вашего обмена в России? Да. То есть он не волнуется за то, что сейчас может произойти с вами здесь, в плену, в Украине? Что здесь может произойти, что где здесь? вас якобы пленили нацисты, Подождите, которых вы пришли сюда воевать? он просто боится что-то сказать прямо по той причине, что что-то может здесь произойти. Если не произойдет здесь, произойдет на территории России. Я понял, но понимаете, в чем дело? Он же не боится вот украинскому журналисту говорить чепуху о том, что нас американцы стравили. Какие американцы? Где здесь американцы? Вы много видели американцев? Здесь я не видел. НАТО-базы видели? Натовских База, самих баз я НАТО. не видел. Что еще? Вы убиваете украинцев, не американцев, ребята. Лично Если я не убивал. Если вы хотите воевать с американцами, идите воюйте с американцами. Понимаете, как вас имя, отчество? Владимир Степанович. Владимир Степанович, если россияне хотят воевать с американцами, пусть идут воюют с американцами. Там этот самый корень зла ваш. Там Байден подъезды обгадил, там и все такое прочее. Идите. Чего в Украину пришли украинцев убивать, если вам американцы так не нравятся? Вот я не понимаю. Что значит стравили? Он не военный, он не Ладно, служил. всё, Вы... Нет, просто-навсего, как объяснить? Просто-навсего он боится сказать прямо все как есть, потому что что-то боится за мое, ну, как здоровье, что могут заткнуть мне рот. Все хорошо, пап. Алло. Алло, все хорошо. Здесь вам ничего не угрожает. Да, вот как он подтверждает, мне не угрожает. Потому что У здесь меня- нет нацистов. В отличие от того, от тех, кто вас встретит в России. Опять. Ну, я прямо скажу тебе, пап, чтобы ты уже правильно понял всю картину. Когда я зашел на территорию Украины, было три варианта. Либо, меня убьют, либо меня убьют. Но так как меня не убили, оставалось два варианта. Один вариант из двух, что я живой, это вернулся бы я обратно бы. Так как я не вернулся, остался вот один единственный вариант, что меня взяли в плен. А из-за того, что меня взяли в плен, меня сейчас подготовили к обмену, со мной ничего не произойдет.
Потому что если со мной что-то произойдет, уже со стороны России будет отказ, допустим, по обмену. То есть я в данный момент иду уже под обмен, получается, человек на человека. Ваша ценность в том, что вас обменяют на украинцев. Да. Поэтому мы думаем о своих людях, а не о вас, но именно по этой причине с вами ничего не может случиться. Да. Как вот говорят, правильно, то что если бы хотели причинить вред, мне бы уже причинили вред, но мне не причиняют вред по той причине, то что они хотят пленных, которых взяли как российские солдаты, взяли в плен ВСУ, они хотят их целыми, их интерес вернуть пленным. Понимаю. Да. Заканчивайте, затянулись. Да. Пап, будет возможность, еще позвоню, по времени, говорят, заканчивать. Со мной все хорошо, пап, я жив-здоров. Люблю тебя. Я тебя Давай. тоже люблю. Люблю тебя, давай, пока-пока. Я тоже. Давай, пока-пока. Как вам объяснить по поводу отца сейчас, он просто не может прямо сказать Мы все. поняли, что у вас зомби-нация, которая боится Ну, всего. У так вас и сказать. старики, и Нет, низкие, зомби, а это не совсем зомби. Если его отец все понимает, но не говорит, он не зомби. Нет, в том понимании, не в том понимании, что зомби, а в том понимании, что он, опять же, то, что боится, что что-то правильно. за мое Поэтому я всегда здоровье. через дефис говорю о россиянах. Зомби-рабы. Потому что, вот ваш отец, например, он не зомби. Он не зомби, всё но он понимает. все Он понимает. раб. Ну, да, раб по той как причине, я еще по-другому да. объяснить человека, который боится Да. сказать правду? По поводу раба я могу по факту сказать, я тоже раб, все. Все россияне Да, рабы, все вы рабы. по той причине, Вы боитесь потому что... выйти на митинг. Да, Вы потому боитесь что... высказать свое слово. Вы рабы. Мы обычные граждане, я обычный гражданин, отец мой обычный гражданин. В каком понимании раб? В том понимании, что работаешь, горбатишься за страну, получаешь деньги, и эти деньги же, чтобы на тот же кусок с хлебом. Нет, это не это, Как это, бы. это называются люди с невысоким социальным обеспечением, уровнем жизни, Нет. короче, с невысокой зарплатой. У нас такие люди тоже есть, но они В том не понимании, но то, что они не есть- рабы. Потому что потому что это невозможно украинцу представить такое просто. Понимаете, почему я Я понимаю, разгорячился? но у Потому вас, что как я понял- невозможно представить такое украинцу, чтобы его спрашивали про его сына и что-то, что Я касается понимаю, его да. сына, и он не мог, боялся об этом сказать. Зая. Алло, добрый день. Добрый день. Меня зовут Владимир, я журналист из Украины. Вы хотите с мужем поговорить с мужем, да? Да. Конечно, хочу. Я уведомляю вас, что этот разговор под запись и для последующей публикации. Вы услышали? Да, я услышала. Только вот я боюсь, что после этой публикации моего мужа посадят, и я останусь одна с 3 детьми. Ну, вы дальше можете говорить, а можете не говорить. Если вы не будете говорить, то и публикации вашего голоса, соответственно, тоже не будет. Держи. Зая, Нет. Да, алло. переключись на видео. Алло. На видео. Как на видео? А я не знаю, как здесь. Здесь можно? Секунду. Тебя уже видно. Нет. Зай, переключись, пожалуйста, на видео. Короче, у меня не получается. Все, тогда разговаривайте. Да, говорите. Ты меня видишь? Нет, я ни тебя не вижу. И Ну вообще все, просто никак. поговорите, потому что я скину ссылку. Можешь вы продолжить сможете как-то, я не посмотреть. знаю. Тут вот. Ну да. А, вот. 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 А, вот я- Вот. Зайка. Да. Зая. Я живой, я здоровый. Видишь? Ой, я Целый. тебя не слышу. Целый, видишь? Слышишь меня? Меня слышишь? Как-то звук. Вот микрофон. Ты меня слышишь? Очень-очень плохо. А сейчас? Ты меня слышишь? Ладно, возьмите, поговорите, Поговорите по обычной без связи, видео, голосом. да. Давай мы перезвоним. Переключись обратно. Давай, Сейчас, ну, давай, нет, давай. переключиться, Потому Потому что я тебя не слышу вообще. Дайте. Сейчас слышишь? Сейчас, секунду, все настроим. Да. Сейчас слышишь меня? Угу. Вот. Ну, Ну,
рассказывай. Сейчас слышишь меня? Слышь? Вот. Ну что рассказывать? Меня все командование предало, меня все командование кинуло, это неправильный приказ. Я понял. Если тебя после этого разговора посадят, Петь, я тебя нахуй убью. А что ты по поводу этого можешь сказать? Приезжают на обмен и садят? У тебя все, ты на обмене, Петенька. Я вчера опять звонила, что у нас маленькие дети. Тебя обещали включить в первые ряды. Ну, понимаешь, ну не получается пока. Я понимаю. Ты во всех списках, солнышко. Я понял. Ты во всех списках. Я сейчас нахожусь в числах обменах, но почему-то... Разрешите число там сказать? Да, говорите чисто. Меня привезли на 29 апреля с СИЗО в пункт обмена. Куда именно сказать я не могу. Понятно. Его... Ты во всех списках, солнышко, не волнуйся. Я их уже всех достала. Пожалуйста, что я еще попрошу каждыми днями, сегодня, завтра, послезавтра, названивай. Потому что 29-го нас провезли партии, мы должны были это 1-го. Вас там много? Ну да, как бы число нельзя. Да много вас тут. Ну, много. Да меняется число постоянно. Да, нет, а здесь что находится сколько, можно сказать? Не надо. Нет. Ну, 2 десятка, даже побольше. Суть в чем? Нас перевезли сюда, как бы, ну, в пункт обмена 29-го. Мы должны были, в пятницу, получается, нас провезли 29-го. Мы должны были на следующий день, в субботу, обмен должен был произойти. Но что-то у них как-то не так пошло. В итоге на той неделе обменяли, там несколько человек, меня до сих пор как бы Я нет. все знаю. Я в курсе всего. Нет, не 5, а там побольше еще. Все хорошо. Да. Я звоню, я спрашиваю, я узнаю. Я уже всех достала. Там как-то через Наташу, если возможно, как я тебе говорил, там... Ну, ты понимаешь. Я все, что могла, я все сделала. Хорошо. Сейчас я в данный момент в части числюсь как пропавший бизнес. Не пропавший бизнес, а в плену или как? Нет. Как? Нет. В части числишься так, как надо. Я понял. Я понял тебя, Кись. Ты там уже с 26 числа числишься так, как надо. Ты по всем спискам проходишь как военнопленный. Я понял. По всем. Везде. Все, что можно было, я все сделала. Я понял. А что по поводу этого скажешь? Уже, были такие, то, что сажали, когда, после обмена? Я ничего сказать такого не могу. Хотя бы жестом каким-то. Не знаю. Я тебе прошу говорю. Достоверной информации пока нет. Видишь, я уже седая. Ты смотри, я в белый цвет, покрасила. Да, Там уже еще много людей. Все, мне говорят, заканчивать надо. Со мной все хорошо, я жив, здоров, целый, Кись. Все хорошо. Все, я тебя жду. Ты передай там то, что со мной разговаривала. Все хорошо, Петя, я знаю, что делать. Хорошо. Я тебя люблю, Кись. Люблю тебя. Давай, пока-пока. Я тебя. Смотрите, какая история получается забавная. Если я сейчас что-то придумаю, вы меня поправьте, хорошо? Хорошо. Разговариваем с вашим папой и разговариваем с вашей женой, да? И папа, и жена не волнуются фактически за то, что с вами здесь происходит у нас. Нет. Не переживают за то, что здесь происходит у нас. Они переживают, но как вам объяснить-то? А почему же тогда первично они переживают за то, что будет с вами, когда вы вернетесь в Россию в таком случае? Они за все переживают, и поэтому вот сейчас, как вы слышали при разговоре как бы с моей женой, она не хотела многое говорить. Она сразу я поэтому сказала, не спрашивал ничего. она сразу как бы сказала то, что как бы там так и так, то, что по поводу тюрьмы и так далее, она вот это сразу сказала, то, что у вас- опять влияние
Да я понимаю, но я Власти. отвечаю на ваш вопрос, да. Они переживают, что со мной здесь Я происходит, понимаю, и будут да. переживать, что со мной там. Да. Но когда я там уже окажусь, там, может быть, как-то и получше будет в том плане, что они смогут со мной свидеться и как-то повлиять сильнее. А в данный момент они как бы, ну, с влиянием у них как-то только вот звонки, как бы Вы разговоры. знаете, что россиян, когда меняют, когда они попадают в Россию, им даже домой позвонить не дают, что они прошли обмен. А в последующем... В крайнем случае, не всем это точно. А В что с ним? последующем они попадают куда-то там на допросы в ФСБ, я не знаю, на детектор лжи, в камере пыток, я не знаю, куда вас там везут. Но у вас такая страна. Именно поэтому ваши родственники, я скажу так, больше уже переживают на данный момент, что с вами будет после обмена, нежели то, что с вами сейчас. Потому что они прекрасно понимают, и по голосу, и по интонации, я слышу, что они прекрасно понимают, что здесь с вами будет в порядке все. Здесь. У нацистов, от которых вы пришли от кого-то защищать. Здесь эти нацисты вас пальцем не ударили, не тронули. Тушенками кормят с хлебом. Ну да. Койку дали вам. А наших пленных, мы ничего о них не знаем. Мы только знаем, что они там поддаются пыткам. Мне товарищ... Издевательствам, избиениям. И сидят по 5 человек, там где камера на 5 человек, их там 15 по 20 сажают. Вот так прям напихивают. Вот что делают с нашими пленными. Вчера вроде, да, товарищ подполковник, который к нам заходит на утреннюю проверку, говорил то, что был обмен. 22 человека, которые, ну вот, на днях, на той неделе. И он говорил то, что обменяли, получается, и это на раненого, и, ну, передали раненого, как раненого, получается, солдата ВСУ, и он через 3 дня умер. Так кто здесь нацист? Вы там боитесь у себя слово сказать. Вы не боитесь за своих, что здесь с нами, у нацистов здесь с ними происходит. Вы боитесь, что будет там, когда они к вам туда вернутся. Так кто нацист здесь? Алло! Есть что-то добавить? Что добавить, как бы охота побыстрее домой вернуться к семье, к детям. А вот у нас многие уже не вернутся. И многие мирные жители, которые вообще ничего никому никогда не сделали, сидят у себя дома, им ракета ваша прилетает в дом. Только вам по телевизору, наверное, совсем другое говорят. Да. И вы как-то не можете в кучу собрать информацию, которая какие-то очевидные факты сопоставить 2 плюс 2. Если вам завтра по телевизору какой-то дебильный Соловьев или Скобеева скажет, что 2 плюс 2 6, вся страна кивнет и скажет, да, 6. Скажет 7, значит будет 7. Вам вообще там плевать на какие-то факты, какие-то очевидные вещи. Понимаете? И я недаром сказал рабы. Потому что не мочь выразить честно свое мнение, свою позицию, это иначе, как рабовладельческий строй, не назовешь. Да, может быть, там не гонят никого под плетями на работу, они сами туда идут. Но на этом и все, вся свобода заканчивается. Потому что выразить собственное мнение и жить так, как они хотят, потребовать выйти что-то от этой власти не могут. Потому что политиков сажают, потому что оппозиционные ресурсы закрывают. Сейчас мне напишут какие-то умники, что у вас тоже закрывают оппозиционные ресурсы. Извините, у нас закрывают ресурсы, которые работают на врага, который к нам вторгся. Мы никому не вторгались. Дайте нам нормально просто жить, спокойно. А если вы этого не понимаете, то тогда будете умирать. И мы будем умирать. Ничего не поделаешь. Только почему-то россияне любят писать, что это война до последнего украинца, а я не понимаю искренне, почему они считают, что до последнего украинца, а не до последнего россиянина, например. Или не до последнего того и другого. Чего они об этом не думают? Не знаю. У вас же не настолько громадное население в стране, чтобы они могли распоряжаться своими живыми ресурсами, живой силой, так, как они это делают. Вас 140 миллионов, нас 40. Я уже не буду вдаваться в наступательные, оборонительные действия. Я понимаю. Соотношение жертв, количество и все такое прочее. Все. Снято.